Я оккупант. 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 Я российский оккупант. Я оккупант. Я русский оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Я оккупант. Веселое слово. Я здесь для того, чтобы бить фашистов. Ну, об Украине, об украинцах. Я к Украине в целом отношусь положительно, как и к украинцам. Мы же воюем не с украинцами, а с фашистами, бандеровцами и всякой подобной мразью. Ну, вооруженные силы Украины, они воюют против нас. Ну, в большинстве своем это люди, которых вот насильно, как говорится, забрили туда в армию, отправляют сюда на смерть, как они говорят, в зону АТО. По большей части я их жалею, потому что у многих из них есть семьи, люди. Может, они и не хотят здесь воевать. Но вот по воле своего фашистского правительства им приходится идти сюда. Добровольческие батальоны Украины, на мой взгляд, это нацисты, фашисты. Ну, люди, которым нравится, как говорят, в кайф убивать мирное население, стрелять в нас, мучить. Ну, это твари, короче говоря. Ну, что я могу им сказать-то? Я против вас ничего не имею, но лучше не идите туда. Мирное население Украины, ну, держитесь. Вы же устроили уже однажды Майдан. Может, сделайте еще раз и свергните своих фашистов. Я оккупант, иудей, антифашист. Приехал из Израиля уничтожать фашистов в Донбасс. Хорошая земля, добрые люди с киселем вместо мозгов почему-то. Как сказал Стрелков, если мы сейчас не займемся народом, то мы столкнемся с тем, что случилось совершенно недавно, когда по одну сторону баррикад находятся братья, отцы и деды, а с другой стороны их младшие сыновья с киселем вместо мозгов. И я думаю, что ВСО это парни, которые очень сильно заблудились и совершенно не понимают то, ради чего они давали присягу. Добровольческие батальоны Украины, воюющие по обратную сторону, это люди, не помнящие своего родства. Мое пожелание парням и девушкам, которых призывают в армию в Украине, облить бензином и поджечь военкоматы. И возделывать землю, а не воевать. Растить детей. И, наверное, все-таки прийти к своему правительству и сказать, что то, чем оно занимается, это далеко не для народа. Это далеко не для блага той земли, которая их воспитала и вырастила. Мои пожелания мирному населению Украины набраться еще немножко терпения, сходить в храмы православные, помолиться о том, чтобы все это закончилось. Это братоубийственная война, потому что мы все славяне и должны быть друг за друга, потому как от рода одного и Господь един, и наверху весы очень точные. Сколько планируешь оставаться здесь? Хочу дойти до Берлина и поднять флаг победы.